Продолжаем наш выпуск. В редакцию YouTube-канала «Бюро» обратился наш подписчик из Массачусетса. Игорь наконечно эмигрировал в Америку из России еще в начале 2000-х годов, и сейчас он срочно пытается получить загранпаспорт здесь, в Америке. Однако в октябре он получил от консульства отказ. Оказалось, что паспорт мужчине выдать не могут из-за огромной задолженности. И вот Игорь просит нас помочь. Он не знает, как, живя в США, можно ли проверить задолженность в России, какие у него конкретно долги. И самое главное, как погасить все эти долги, чтобы ему все-таки дали загранпаспорт. Вот с этими вопросами прямо сейчас мы обращаемся к нашему эксперту. К нам присоединяется лицензированный юридический консультант Карина Дюваль. Карина, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что присоединились. Что делать Игорю? Вы наверняка знаете. Знаю, да, вопрос такой распространенный и болезненный для многих. И у Игоря хотя бы огромная задолженность, о которой он, допустим, не мог не знать, просто думал, что ладно, так пронесет. Но люди обращаются с копеечной задолженностью, которые ждут месяцами сначала записи в консульство, чтобы записаться, попасть, подать заявление, потом ждут готовности паспорта, и потратив уйму времени, они получают отказы за задолженностью 18 тысяч рублей, допустим. У меня есть такие люди. Вот. Но узнать это можно, и узнать, и оплатить можно многими способами. Первый способ — это выдать, допустим, доверенность представителю в России, человеку, который пойдет и все выяснит на месте. Если, допустим, у вас есть мобильный телефон и российский, и есть Сбербанк онлайн, есть госуслуги, многие жалуются, что не работает, но вот у меня, в частности, работает и Сбербанк онлайн, и госуслуги. То есть они работают здесь. Если правильно настроить, то эти сервисы работают. Задолженности отображаются и на Сбербанке онлайн, и на госуслугах. Если они не отображаются, тогда, соответственно, надо действовать через представителя. Можно обратиться, допустим, в наш офис, если вы совсем не понимаете, что делать и как быть, то мы можем и найти эту задолженность. Опять же, если она просроченная, то она просто выскакивает везде как светофор, как красный свет. А если она не просрочена, если это текущий какой-то долг, то он не является основанием для невыдачи паспорта. То есть если дошло до отказа выдачи паспорта, значит, это уже просроченная задолженность. Следите за... Да, договорите, и о каких сроках идет речь. То есть вот как только ты оплатил, можешь сразу подавать вновь заявку на получение загранпаспорта, или нужно дождаться, когда в системе все это обновится, и только потом... обновляется все достаточно быстро. Быстрее, чем вам назначат новый аппоинтмент в консульстве, уже все обновится. Угу. Вот. Но надо за всем следить, и надо держать руку на пульсе, и надо следить за почтой, потому что, допустим, на человека подали в суд. Человеку посылают по месту его прописки. Если он не выписался, значит, его обязанность контролировать почту. Потом его дальнейшие жалобы о выдаче судебного приказа, о вынесении судебного акта. Если он узнал позже, если он будет просить восстановить срок, ему могут не восстановить. А если и восстановят, то могут потом отказать в удовлетворении жалобы по мотиву того, что он не был извещен. Почему? Потому что если это зарегистрированное место его жительства, то он обязан контролировать свою почту. Поэтому моя рекомендация всем, кому дорога регистрация в России как память, обзавестись еще и представителем там, который будет регулярно посматривать вашу почту, который будет регулярно заходить на всевозможные сайты, если вы не можете это сделать из Америки, и следить за тем, чтобы у вас ничего не было. А для тех, кто уже решил, что точно никогда, так этим людям я могу посоветовать все-таки задуматься о том, чтобы прекратить регистрацию, сняться с регистрационного учета. Тогда с вас и спрос будет меньше, с одной стороны, но с другой стороны долги все равно придется оплачивать, если они есть. И поэтому, допустим, когда вы подаете заявление о выходе из гражданства Российской Федерации, много сейчас людей обращаются с таким вопросом, то в том числе 2 документами обязательными является справка из налогового органа об отсутствии налоговых задолженностей,
что вы ничего не должны бюджету. И вторая, что у вас нет неисполненных исполнительных производств, справка от Федеральной службы судебных приставов. Поэтому есть у вас прописка, нет прописки, долги контролировать надо. Да, спасибо большое. В общем, всех призываем задавать еще вопросы, которые касаются получения каких-то документов там, из России, из других стран СНГ. Задавайте эти вопросы в комментариях, либо отправляйте нам на почту, либо лично обращайтесь к Карине. Карина, огромное вам спасибо. Вместе с нами была лицензированный юридический консультант Карина Дюваль. Мы вас благодарим и увидимся уже на следующей неделе. До связи.